Можно ли ограбить банк с трупом на пассажирском сидении? Карен и ее подруга усадили мертвого мужчину в инвалидное кресло, надели на него солнечные очки и въехали прямо в отделение банка, чтобы снять его деньги. И самое безумное, сотрудники банка сначала ни о чем не догадались. Это не сцена из черной комедии и не городская легенда. Это реальное преступление, которое произошло в Рио-де-Жанейро в 23 году, и бразильская полиция до сих пор называет его одним из самых абсурдных случаев в своей практике. Две женщины провезли труп через весь город, зашли с ним в банк и попытались оформить кредит на его имя. Но как именно это происходило, кто эти женщины и что с ними случилось потом? Об этом дальше. Пауло Брага умер утром 16 апреля 23 года в своей квартире в северном районе Рио-де-Жанейро. Ему было 68 лет, и смерть наступила от естественных причин. Его племянница Эрика де Соуза Вейра узнала об этом первой. Она нашла его тело около 10 утра. Но вместо того, чтобы вызвать скорую помощь или полицию, она позвонила подруге. Ее подруга, 42-летняя Валерия Сантос, приехала в течение часа. Вместе они оценили ситуацию. На счете Пауло находилось около 17 тысяч реалов. Деньги, которые он копил годами и которые после официальной регистрации смерти немедленно заморозят. У Эрики не было доверенности, не было права на управление счетом, и получить эти деньги законным путем она не могла. Но план, который они придумали в следующие несколько минут, был настолько безумным, что именно поэтому мог сработать. Они решили отвезти труп в банк лично. Эрика и Валерия одели тело Паула в чистую одежду, рубашку и брюки. Надели на него солнечные очки, посадили в инвалидное кресло, которое нашли в квартире. Затем погрузили кресло в машину и поехали в отделение банка Сайтанер в районе Бангу. Дорога заняла около 20 минут. Все это время тело сидело на заднем сиденье в очках с опущенной головой. В банке они действовали уверенно. Валерия зашла первой и предупредила сотрудников, что ее знакомый хочет оформить кредит, но плохо себя чувствует и с трудом передвигается. Эрика закатила кресло внутрь. Менеджер банка подошел к стойке. На записи камер видеонаблюдения, которую впоследствии опубликовала полиция, видно, как Валерия стоит рядом с креслом и говорит что-то менеджеру, периодически жестикулируя в сторону сидящего мужчины. Затем она взяла безжизненную руку Паула и попыталась приложить его палец к биометрическому сканеру. Именно в этот момент менеджер банка понял, что что-то не так. Рука была холодной. Тело не реагировало, голова мужчины свисала под неестественным углом. Менеджер отступил и вызвал охрану. Охранник подошел к креслу, тронул мужчину за плечо, и тот не пошевелился. Вся операция заняла не больше 15 минут с момента въезда в банк до вызова полиции. Патрульные прибыли быстро. Отделение находилось в нескольких кварталах. Эрика и Валерия не пытались бежать. Они стояли у кресла и продолжали настаивать на том, что мужчина просто плохо себя чувствует и ему нужна помощь. Судмедэксперт, прибывший на место, установил, что Пауло Брага умер как минимум за 2 часа до появления в банке. По предварительным данным, еще в квартире до того, как женщины вообще привезли его в Бангу. Это означало, что все время, пока они его одевали, везли через город и закатывали в банковское отделение, он был мертв. Обеих женщин задержали прямо в банке. Когда полицейские вывели Эрику из банка, она плакала. Не от страха, а она объясняла сотрудникам, что дядя был болен, что она просто хотела помочь ему с финансами, что он сам просил ее об этом. Она повторяла эту версию несколько раз подряд, пока офицер не показал ей заключение судмедэксперта прямо на планшете. Пауло Брага был мертв как минимум с 8 утра. Эрика нашла его в 9. Это означало, что никакого он сам просил быть не могло. Валерия держалась иначе. Она молчала. На все вопросы отвечала односложно или не отвечала вообще. В протоколе задержания зафиксировано, что она отказалась называть свое полное имя в течение первых 40 минут допроса. Следователи начали восстанавливать хронологию событий по записям камер видеонаблюдения. Первая камера зафиксировала машину Эрики у подъезда ее дома в 11:32. Вторая — у входа в банк в 12:14. 42 минуты женщины потратили на то, чтобы одеть тело, посадить его в кресло и доехать до Бангу. Записи с камеры внутри банка показали все остальное. Как Валерия разговаривает с менеджером, как Эрика поправляет очки на лице Паула, как они вдвоем удерживают кресло, не давая телу завалиться на бок. Именно этот момент, когда Эрика поправляет очки, стал ключевым для следствия. Это было осознанное действие. Она понимала, что делать. Она понимала, что мужчина в кресле мертв, и при этом поправляла на нем очки, чтобы он выглядел живым. Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обеим женщинам обвинение в надругательстве над телом умершего и попытке мошенничества. По бразильскому законодательству надругательство над трупом карается лишением свободы на срок от 1 до 3 лет. Мошенничество — отдельная статья с отдельным сроком. Суммарно каждой из них грозило до 8 лет заключения.
Адвокат Эрики в первых комментариях прессе заявил, что его подзащитная находилась в состоянии шока после смерти дяди и не отдавала себе отчета в своих действиях. Это заявление немедленно опровергли записи с камер. На видео Эрика выглядит собранной, действует методично и явно заранее знает, что именно нужно делать. Соседи Паула Браги рассказали полиции, что Эрика навещала его редко, примерно раз в несколько месяцев. Один из соседей сообщил, что незадолго до смерти Паула жаловался на давление со стороны племянницы. Она несколько раз просила его переоформить счет или дать ей доверенность на управление деньгами. Паула отказывал. Он не доверял ей с тех пор, как несколько лет назад она взяла у него крупную сумму в долг и не вернула. 17 тысяч реалов на его счете — это примерно 350 тысяч рублей по тогдашнему курсу. Не огромная сумма, но именно ради нее Эрика и Валерия провезли труп через полгорода, зашли с ним в банк и попытались провернуть схему, которую бразильские журналисты назвали самым нелепым ограблением десятилетия. Паула Брагу увезли в морг в тот же день. Его похоронили через 3 суток. На похоронах не было ни Эрики, ни Валерии. Обе находились под стражей. Записи камер видеонаблюдения в банке зафиксировали детали, которые следствие поначалу не восприняло всерьез, пока не просмотрело запись повторно, покадрово. На видео видно, что Эрика и Валерия простояли в очереди к кассе около 7 минут. 7 минут с трупом в инвалидном кресле среди обычных посетителей банка. Рядом стояли люди. Пожилая женщина с хозяйственной сумкой, мужчина в рабочей спецовке, молодая девушка с телефоном в руках. Никто ничего не заметил. Один из посетителей, находившихся в банке в тот день, дал показания следователя. Он сказал, что видел 2 женщин с пожилым мужчиной в кресле и подумал, что они помогают родственнику с банковскими делами. Мужчина в кресле сидел тихо, голова была чуть опущена, то есть он решил, что тот дремлет. В Бразилии жарко, пожилые люди часто чувствуют усталость, очереди длинные. Ничего подозрительного он не увидел. Именно этот расчет и лежал в основе плана Эрики. Она знала, что труп в очках и чистой одежде, сидящий в инвалидном кресле, не вызовет вопросов у посторонних. Люди не смотрят на чужих, люди не трогают незнакомцев, люди не подходят к пожилому больному человеку и не проверяют, дышит ли он. Она использовала базовую человеческую вежливость как инструмент прикрытия. Проблема возникла не в очереди. Проблема возникла у стойки, когда дошла их очередь, и менеджер попытался начать стандартную процедуру идентификации. По правилам банка клиент должен лично подтвердить свою личность, голосом назвать имя, дату рождения и последние цифры документа. Менеджер обратился к мужчине в кресле напрямую. Валерия немедленно вмешалась и объяснила, что он плохо слышит и с трудом говорит из-за болезни. Менеджер кивнул и предложил альтернативу. Биометрическое сканирование отпечатка пальца. Это был момент, которого они не предусмотрели. Биометрический сканер требовал живого прикосновения, достаточного давления, правильной температуры, микроциркуляции крови в подушечке пальца. Мертвый палец не давал нужного сигнала. Валерия взяла руку Паулу и прижала его указательный палец к сканеру. Прибор не среагировал. Она попробовала снова. Снова ничего. Менеджер наклонился, чтобы проверить устройство, и в этот момент увидел руку вблизи. Кожа была синюшного оттенка, ногти потемнели. Он выпрямился и посмотрел на лицо мужчины. Очки сползли чуть вниз. Глаза были закрыты, но не так, как у спящего человека. Веки были плотно сомкнуты, лицо абсолютно неподвижно, ни одного непроизвольного движения, ни малейшего дыхания, которое можно было бы заметить по движению грудной клетки. Менеджер нажал кнопку вызова охраны под стойкой, не меняя выражения лица. Он продолжал говорить с Валерией спокойно, спрашивал уточняющие данные, тянул время. Охранник подошел через 40 секунд. Еще через минуту в банке была полиция. Позже менеджер рассказал в интервью местному телеканалу, что в первую секунду не поверил собственным глазам. Он решил, что, возможно, ошибается, что человек просто очень болен, что у него нарушено кровообращение, что это какое-то редкое состояние. Но когда он посмотрел на руку еще раз и увидел, что пальцы абсолютно не гнущиеся, сомнений не осталось. Он сказал, что самым странным было не то, что женщины привезли труп. Самым странным было то, что они стояли рядом с ним совершенно спокойно, как будто все происходящее было абсолютно нормально. Охранник банка Маркос Соуза впоследствии дал подробные показания о том, что происходило в первые минуты после того, как он подошел к стойке. Он тронул мужчину в кресле за плечо, тело качнулось вперед и осталось в наклоненном положении. Не как живой человек, который теряет равновесие и инстинктивно выпрямляется. Как мешок с песком. Маркос отдернул руку и посмотрел на менеджера. Тот едва заметно кивнул. Валерия в этот момент сделала шаг вперед и сказала, что мужчине плохо и ему нужна вода. Маркос попросил обеих женщин отойти от стойки. Эрика не двинулась с места. Она продолжала стоять рядом с креслом и держала его за ручку. Маркос повторил просьбу громко. Только тогда она отступила на полшага. Полицейский патруль прибыл через 4 минуты. 2 офицеров вошли в банк, оценили ситуацию за несколько секунд и немедленно вызвали скорую помощь и судмедэксперт. Один из офицеров подошел к креслу и снял с мужчины очки. Зрачки были фиксированы и расширены. Кожа на
лице имело характерный серовато-синий оттенок, который невозможно спутать ни с чем другим. Офицер выпрямился и сказал напарнику одно слово. Напарник сразу взял Эрику под руку. Эрика начала говорить быстро и громко. Она объясняла, что дядя был очень болен, что он сам хотел приехать в банк, что она только помогала им. Несколько посетителей, находившихся в зале, обернулись. Кто-то достал телефон. Видео, снятые в банке в те минуты, появились в бразильских социальных сетях раньше, чем официальное сообщение полиции. Примерно через 40 минут после задержания. Судмедэксперт Рикардо Феррейра прибыл на место через 22 минуты. Осмотр занял около 8 минут. Он зафиксировал выраженное трупное окоченение. Состояние, при котором мышцы тела после смерти становятся жесткими. Окоченение охватило все тело, включая мелкие мышцы лица и кистей рук. Это происходит через 2-4 часа после смерти и достигает максимума примерно через 12 часов. У Паула Браги окоченение было полным. Феррейра установил предварительное время смерти между 7 и 9 часами утра. На момент осмотра в банке было около 12:30. Паула был мертв уже 3,5-4 часа. Это означало, что когда Эрика звонила Валерии, дядя был уже мертв. Когда они его одевали, мертв. Когда везли в машине, мертв. Когда стояли в очереди, мертв. Все время, пока они разыгрывали спектакль перед сотрудниками банка, рядом с ними находился человек, умерший несколько часов назад. Феррейра позже сообщил в официальном заключении, что транспортировка тела в вертикальном положении в кресле частично замедлила видимые внешние признаки разложения, что и позволило женщинам рассчитывать на то, что обман сработал. При высокой температуре воздуха в Рио-де-Жанейро тело начинает разлагаться быстро, но за 3-4 часа внешние изменения еще не становятся очевидными для неподготовленного человека. Особенно если тело одето и на нем надеты очки. Банк Сайтанер выпустил официальное заявление в тот же день. В нем говорилось, что сотрудники действовали строго по протоколу и что именно система биометрической идентификации позволила предотвратить мошенничество. Это было технически верно, да, без сканера попытка могла бы зайти значительно дальше. На допросе в полицейском участке района Бангу Эрика де Соуза Вейра наконец изменила показания. Первые 40 минут она придерживалась версии о том, что дядя был жив, когда они выезжали из дома, и потерял сознание уже в дороге. Следователь молча положил перед ней распечатку с временными метками записей камер видеонаблюдения и заключения судмедэксперта. Эрика посмотрела на бумаги, посмотрела на следователя и замолчала на несколько минут. Потом начала говорить. Она сказала, что нашла дядю мертвым около 10 утра. Что сразу поняла, если вызвать полицию, счет заморозят и деньги уйдут в наследственную процедуру, которая может растянуться на месяцы или годы. Она знала, что не является единственной наследницей. У Паула были и другие родственники. Ее доля в лучшем случае составила бы часть суммы, а судебные издержки съели бы остальное. 17 тысяч реалов на счете казались ей единственным способом получить то, что она считала своим. Валерия, по словам Эрики, согласилась помочь не сразу. Эрика позвонила ей в панике, объяснила ситуацию, и первой реакцией Валерии был отказ. Она приехала, чтобы помочь подруге справиться с шоком и вызвать соответствующие службы, но Эрика уже разработала план и изложила его детально. Валерия выслушала. Потом согласилась. Следователи проверили телефонные записи обеих женщин. Между 10 утра и 11:30 Эрика и Валерия обменялись 17 звонками и несколькими десятками текстовых сообщений. Содержание части сообщений следствие не раскрыло, однако в официальном обвинительном заключении упоминалось, что переписка подтверждает предварительный сговор и осознанное планирование действий. Адвокат Валерий немедленно выстроил защиту на том, что его подзащитная действовала под психологическим давлением со стороны Эрики и не являлась инициатором преступления. Технически это соответствовало показаниям самой Эрики, но записи камер опровергали образ пассивного участника. Именно Валерия первой вошла в банк, именно она разговаривала с менеджером, именно она взяла мертвую руку Пауло и прижала его палец к сканеру. Это были действия человека, который знает, что делает, и делает это намеренно. Бразильские СМИ получили доступ к видеозаписи из банка на следующий день после задержания. Местный телеканал показал фрагмент в вечерних новостях. К утру следующего дня видео распространилось по всему миру. Британские, американские, немецкие, японские издания опубликовали материалы об инциденте в течение 48 часов. Заголовки варьировались от сдержанных до откровенно саркастических, но суть была одна. Две женщины привезли труп в банк и попытались оформить на него кредит. Именно слово «кредит» стало источником путаницы в международных публикациях. Часть изданий написала, что женщины пытались взять кредит на имя мертвого человека. Другие уточнили, что речь шла о снятии наличных с существующего счета. Бразильская прокуратура в официальном заявлении подтвердила вторую версию. Целью было снятие средств со счета Паула Браги путем обмана сотрудников банка с использованием тела умершего владельца счета в качестве инструмента идентификации. Формулировка «использование тела в качестве инструмента идентификации» появилась в бразильских правовых документах впервые. Прецедента подобного рода в судебной практике страны не существовало. Эрика и Валерия не пытались бежать. Это один из самых странных аспектов всего дела.
Когда охранник попросил их отойти от стойки, они отошли. Когда вошли полицейские, они остались стоять на месте. Когда офицер взял Эрику под руку, она не вырвалась. Следователи впоследствии интерпретировали это по-разному. Одни считали, что женщины были в шоке и не успели осознать происходящее. Другие, что они до последнего рассчитывали убедить всех присутствующих в том, что мужчина просто потерял сознание. Вторая версия выглядит правдоподобнее, если учесть, что Эрика продолжала настаивать на своей истории еще в патрульной машине. Офицер, сопровождавший ее до участка, зафиксировал в рапорте, что задержанная повторяла одну и ту же фразу несколько раз подряд. Дядя был жив, когда они выезжали, ему стало плохо в дороге, она не понимает, что происходит. Это была версия, которую можно было бы попытаться защитить в суде, если бы не временные метки, не окоченение и не 17 телефонных звонков между 10 и 11:30. Пока Эрика и Валерия находились в участке, следственная группа выехала на квартиру Паула Браги. Там они обнаружили детали, которые окончательно закрыли любую возможность для альтернативной трактовки событий. В спальне на полу находились следы, указывающие на то, что тело перемещали. Характерные отметины на ковровом покрытии от волочения. В ванной комнате следователи нашли влажное полотенце и использованные салфетки. Женщины приводили тело в порядок перед поездкой. На вешалке в прихожей висела рубашка со следами поспешной глажки. Несколько участков были пережжены утюгом. Они гладили одежду для мертвого человека, чтобы он выглядел аккуратно в банке. Этот факт, пережженная рубашка, получил отдельное внимание в бразильских СМИ. Журналисты использовали эту деталь как доказательство того, что преступление было спланировано, а не совершено в состоянии аффекта. Человек в панике не гладит рубашку. Человек в панике не тратит время на то, чтобы одеть труп аккуратно. Это требует времени, спокойствия и конкретной цели. В квартире также нашли инвалидное кресло. Точнее, место, где оно стояло до того, как его вынесли. На полу остались характерные следы от колес. Кресло принадлежало самому Пауло. Он использовал его после перенесенной несколько лет назад операции на колени. Эрика знала о кресле, знала, где оно стоит, и включила его в план заранее. Прокурор, ведущий дело, Буат, в интервью местному изданию сказал, что за 20 лет практики не сталкивался с делом, в котором подготовка к преступлению была бы одновременно настолько тщательной и настолько безрассудной. Тщательной, потому что женщины продумали детали. Одежда, очки, кресло, легенда о болезни. Безрассудной, потому что они не учли ни биометрию, ни температуру тела, ни то, что банковский менеджер будет смотреть на руки клиента вблизи. Суд над Эрикой де Соуза Вьейра и Валерией Сантос был назначен на осень 23 года. Обе оставались под стражей до начала слушаний. Суд отказал в освобождении под залог, сославшись на тяжесть обвинений и публичный резонанс дела. Залог, который запросил адвокат Эрики, составлял 50 тысяч реалов. Втрое больше суммы, ради которой все это было затеяно. Видео из банка длится 2 минуты 47 секунд. Его посмотрели более 40 миллионов человек по всему миру за первые 3 суток после публикации. Бразильский телеканал показал запись без купюр, и именно это решение редакции превратило локальный криминальный случай в международную сенсацию. На записи видно все. Первые 50 секунд — очередь. Эрика стоит справа от кресла, Валерия слева. Паула сидит между ними в очках, голова опущена под углом примерно 30 градусов. Женщины разговаривают между собой. Эрика один раз наклоняется к дяде. Именно в этот момент она поправляет очки. Движение быстрое, привычное, как будто она делала это уже несколько раз за день. Вероятно, так и было. Затем их очередь подходит. Валерия выходит вперед и начинает говорить с менеджером. На записи не слышно слов, только движения губ и жесты. Валерия несколько раз указывает на мужчину в кресле. Менеджер кивает. Потом тянется к сканеру и разворачивает его в сторону клиента. Валерия подходит к креслу, берет правую руку Паула за запястье и тянет ее к устройству. Рука движется как деревянная, без малейшей гибкости в суставах. На замедленном повторе, который транслировали телеканалы, это видно отчетливо. Сканер не срабатывает. Валерия пробует еще раз. Менеджер смотрит на руку, потом смотрит на лицо мужчины, потом снова на руку. На его лице в этот момент нет паники, только медленно распространяющееся понимание. Он выпрямляется. Его правая рука уходит под стойку. Он продолжает говорить с Валерией абсолютно ровным голосом еще 30 секунд, пока не появляется охранник. Маркос Соуза входит в кадр с правой стороны. Он подходит к креслу, кладет руку на плечо Паула. Тело качается вперед. Маркос убирает руку, смотрит на менеджера. В следующие несколько секунд в банке происходит то, что операторы телеканала назвали моментом осознания. Люди в очереди начинают понимать, что что-то не так. Женщина с хозяйственной сумкой отступает назад. Мужчина в спецовке поворачивает голову. Девушка с телефоном поднимает его и начинает снимать. Эрика в этот момент делает шаг к креслу и берется за ручку обеими руками. Это движение — единственный момент на всей записи, когда в ее поведении читается что-то похожее на инстинктивную реакцию. Она не пытается убежать. Она пытается удержать кресло рядом с собой.
собой. Как будто, если кресло останется на месте, ситуацию еще можно контролировать. Полицейские входят в кадр на отметке 2 минуты 3 секунды. Первый офицер сразу идет к креслу, второй остается у входа. Первый снимает с Паула очки. Это тот момент, который большинство международных изданий выбрали в качестве стоп-кадра для своих публикаций. Лицо мертвого мужчины без очков, офицер, стоящий над ним, и Эрика в полуметре. Все в одном кадре. Эрика начинает говорить громко. На записи это слышно, не слова, но интонация. Голос высокий, быстрый, с нарастающей истеричностью. Офицер берет ее за локоть. Она не вырывается, но продолжает говорить. Валерия в этот момент стоит у стойки совершенно неподвижно. Она не говорит ничего. Она смотрит в сторону, да, не на Эрику, не на офицеров, не на тело, просто в сторону. Запись заканчивается на отметке 2 минуты 47 секунд. По техническим причинам, связанным с переключением камер. Но к этому моменту все уже произошло. Паула Брага сидит в кресле без очков посреди банковского зала. Эрика стоит рядом с офицером, который держит ее за локоть. Валерия смотрит в стену. И несколько десятков посетителей и сотрудников банка стоят вокруг и досмотрят на все это в полной тишине. Суд над Эрикой де Соуза Вьейра состоялся в октябре 23 года в Рио-де-Жанейро. Заседание длилось 2 дня. Доказательная база была настолько полной, что защита не оспаривала сами факты. Адвокаты работали исключительно с квалификацией действий и степенью умысла. Эрику признали виновной по 2 статьям: надругательство над телом умершего и попытка мошенничества. Суд назначил ей 3 года лишения свободы. С учетом времени, проведенного под стражей до суда, реальный срок сократил. Условно-досрочное освобождение стало возможным после отбытия 1/3 наказания. Валерия Сантос получила меньший срок. Суд частично принял аргумент защиты о том, что она не являлась инициатором преступления. 2 года лишения свободы с возможностью замены на исправительные работы. Ее адвокат расценил приговор как относительно мягкий и не стал подавать апелляцию. Эрика апелляцию подала. Апелляционный суд оставил приговор без изменений. 17 тысяч реалов на счете Паула Браги были заморожены сразу после его смерти. Именно так, как Эрика и боялась. Деньги перешли в наследственное производство. Процедура заняла около 8 месяцев. В итоге средства были распределены между законными наследниками Паула в соответствии с бразильским законодательством о наследовании. Эрика, как племянница, формально входила в круг наследников, но ее доля оказалась значительно меньше той суммы, которую она пыталась получить целиком. Судебные издержки по уголовному делу легли на нее дополнительно. Это и есть ответ на вопрос, с которого началась эта история. Можно ли ограбить банк с трупом на пассажирском сиденье? Нет, биометрия не срабатывает на мертвых пальцах. Менеджеры банков обучены замечать аномалии. Камеры видеонаблюдения фиксируют все. И судмедэксперт по температуре тела и степени окоченения устанавливает время смерти с точностью до часа. Но за пределами юридического финала осталась одна деталь, которую сложно вписать в протокол или обвинительное заключение. Паула Брага при жизни отказывал племяннице в деньгах. Он не давал ей доверенность. Он не включил ее в завещание отдельным пунктом. По словам соседей, он не доверял ей после того, как она не вернула долг. И когда он умер, первое, что она сделала, не вызвала скорую помощь, не позвонила другим родственникам, не позаботилась о том, чтобы его похоронили достойно. Она позвонила подруге и начала разрабатывать план. Паула провел последние часы перед своими похоронами в инвалидном кресле, в очках, в банковской очереди. Его похоронили без Эрики, да, она была под стражей. Кто именно организовал похороны и кто на них присутствовал, бразильские СМИ не сообщали. Дело Эрики де Соуза Вьейра вошло в бразильские юридические учебники как прецедент по статье о надругательстве над телом умершего в контексте мошенничества. До этого случая подобной комбинации обвинений в судебной практике страны не существовало. Теперь существует. Видео из банка по-прежнему доступно в открытом доступе. 2 минуты 47 секунд, которые посмотрели 40 миллионов человек. Женщина поправляет очки на мертвом лице. Сканер не срабатывает. Офицер снимает очки. И все становится очевидным. Всем, кроме 2 женщин, которые, судя по всему, до последней секунды верили, что план сработает.